Приветствуем вас, уважаемые друзья, подписчики канала и просто автолюбители. Встречалась ли вам когда-нибудь ситуация, когда заказываешь Adidas, а приходит в результате Abibas? Вот с концерном SAIC та же история, так как они преподнесли модель MG Gloster как американца. Но мы с вами не ниппелем деланный и не напильником точенный, и прекрасно понимаем, что это все же китайский шаолинский ниндзя, а не штатский терминатор. Сегодня мы поговорим о модели MG Gloster от SAIC и сделаем это прямо сейчас. Ну а прежде чем начать, предлагаю оценить большую коллекцию обзоров на нашем канале. Ссылку на самые популярные модели вы сейчас видите на экране. Как и говорилось, Gloster был представлен на Auto Expo, и первым рынком для экспорта был выбран индийский сегмент. И это не мудрено, так как компания MG, которая принадлежит концерну SAIC, имеет свое индийское подразделение MG Motor India. То есть это все же Китай, но только в Индии, но при этом якобы американская. Да, такое возможно только с Китаем. Но тем не менее машинка получилась довольно неплохой и даже симпатичной для любителей крупных форм. Внедорожник на 7 мест имеет скошенный зад. Представьте, если бы минивену отрезали задний верхний угол. Вот буквально так и получился корпус MG Gloster. Глазастые фары со светодиодной верхней линией, массивный передний бампер и довольно большая радиаторная решетка, посередине которой базируется эмблема MG. Рамка окрашена в хром в любой расцветке автомобиля. Противотуманки расположились в нижней части бампера по бокам, отверстий для воздухозаборников нет, даже нет их имитации. Подкрылки, порожек и окантовка боковых окон также выполнены в хроме. Примечательно, что порожек довольно узкий, что является довольно частой проблемой китайского автопрома. С задней стороны имеем никелированную вставку на двери багажника, с боковых сторон которой расположились стопорные и габаритные огни, а также поворотники. На нижней части двери багажника крупными буквами красуется название модели. Задний бампер довольно компактный, из прочного пластика, под которым расположились выхлопные выходы по два с каждой стороны. В целом корпус новинки почти полностью повторяет Maxus D90, разве что названия сзади у донорской модели нет. Но Gloster также чуть-чуть короче. Длина модели составляет 4985 мм, 1932 мм в ширину и 1950 мм в высоту. Колесная база 2950 мм. Дорожный просвет точно не указывается, но предположительно он составляет 210 мм. Внутри этот китайский шпион под личиной американца практически полностью повторяет своего собрата Maxus D90. Правду говорят, все китайцы на одно лицо. Но разве что руль изменился, и для Индии представлены только трехрядные комплектации, хотя для Китая доступны и пятиместные глостеры. Кресла в семиместном китайце расположены по схеме 2+3+2. Из технологической начинки имеем круиз-контроль адаптивного типа, мультимедиа и широкоформатный тачскрин, камеры для кругового обзора, климат-контроль на все три зоны, системы контроля торможения, автопарковщик, сигнализатор выхода из рамок полосы и много других полезных китайских плюшек. Ну а теперь к самому вкусному. Под капотом этот китайский пухлый дракон может иметь два новеньких неизвестных движка. Причем это два турбодизеля по 2 литра каждый на выбор. Более дешевый даст 163 лошадки и 375 ньютон-метр крутящего момента. А вторая модель действительно мощная, видимо для буксировки горы Фудзиямы в центре Китая, так как более дорогой движок имеет два турбокомпрессора, 218 резвых лошадей и 480 ньютон-метр крутящего момента. Автоматическая коробка передач на 8 ступеней от ZF, задний мост нарезной. Модель эконом-варианта заднеприводная, а вот дорогой аналог крутит на полный привод. Предположительная цена этих китайцев будет в районе 30 тысяч долларов. Ну а в этом наши полномочия все. Пишите в комментариях, взяли бы вы такой внедорожник, какой именно и какую цену считаете наиболее адекватной.
Ну а мы отправляемся на поиски новых интересных машин из Поднебесной. Чтобы не пропустить новые обзоры, ставьте палец вверх, подписывайтесь, жмите колокольчик и следите за нашими выпусками. До связи и спасибо за внимание!